Знакомьтесь, Мейер Лански. Вы не поверите, но этот мужчина родом из Белоруссии стал одним из самых успешных гангстеров в истории Америки. Выходец из бедной еврейской семьи. Он приехал в Соединенные Штаты ни с чем, но смог построить настоящую криминальную империю и добиться всеобщего уважения в преступном мире США. Он никогда не сидел в тюрьме, но выжил в многочисленных криминальных разборках и умер в глубокой старости в собственной постели. Прототип Мейера Лански показан в фильмах «Однажды в Америке», «Крестный отец» и в сериале «Подпольная империя». Но давайте обо всем по порядку. Мейер Сухомлянский родился в белорусском городе Гродно в 1902 году. В 1911 году мальчику исполнилось 9 лет, и он вместе с матерью отплыл на пароходе «Курск» в далекую таинственную Америку, где уже 2 года жил его родной отец. По прибытии в США семья поселилась в Манхэттене. Из-за сложности произношения фамилии Сухомлянский американские таможенники сократили ее до более звучного Лански. Как известно, в Америке начала 20 века был очень высокий уровень преступности. Манхэттен называли адской кухней. На улицах трущоб за власть боролись итальянские, ирландские и еврейские группировки иммигрантов. Мейер тоже варился в этой кухне, и в жизни парня многое определили нужные знакомства. Однажды, когда Мейер был еще подростком, еврейская банда, в которой он состоял, сцепилась с местными ребятами с соседней улицы. Драку быстро разогнала полиция. От копов Мейер прятался в подвале вместе со своим врагом Бакси Сигелом. В будущем его назовут самым вспыльчивым и опасным гангстером Нью-Йорка. Когда полицейские уехали, из укрытия бывшие враги вышли уже друзьями. В школе старшеклассники-итальянцы постоянно выбивали из евреев деньги. В один из дней к Мейеру подошел старший на 5 лет Сальваторе Лучано по кличке Лаки, который через несколько лет станет легендой криминального мира США. Сухомлянский сопротивлялся, но итальянцы во главе с Лучано все равно отобрали у него деньги. Мейер обиду стерпел, но не простил. Невысокий и хилый с виду еврейский мальчик подкараулил Сальваторе и налетел на него с булыжником в руке. Лучано оценил храбрость паренька и после драки подружился с Мейером. В дальнейшем их дружба продлится всю жизнь. Вместе с друзьями детства Лаки и Бакси Мейер Лански организовал группировку, которая получила название «Кошер Ностра». Именно они стали прототипами героев фильма «Однажды в Америке». Приятели занимались рэкетом и мелким воровством. Однако золотой жилой стал угон автомобилей, которые к тому времени заполнили улицы Нью-Йорка. Лански уговорил Лаки и Бакси откладывать часть прибыли на подкуп полиции и прочие общие расходы. Проще говоря, в Кошер Ностре был создан общак. В январе 1920 года правительство Соединенных Штатов Америки запретило продажу спиртного. На следующей неделе по всей стране были открыты тысячи подпольных баров и магазинов. Лански заработал огромные деньги на контрабанде виски через озеро Онтарио. Его деловым партнером стал канадский еврей и директор концерна по производству вин Сэмюэль Брофман. После экономического кризиса позиции Мейера Лански, Сальваторе Лучано и Бакси Сигела усилились. Они стали криминальными королями Нью-Йорка, с которыми считались и которых боялись все гангстеры Америки. В их подчинении был даже известный Аль Капоне. За умение считать деньги Лански получил прозвище «бухгалтер». Полиция считала, что именно он следит за финансовыми делами мафии США. Мейер Лански с детства увлекался азартными играми. Однажды он проиграл в карты деньги, которые мать ему дала на продукты. Тогда женщина не стала кричать на сына, а просто расплакалась. Отец семейства пил и был заядлым игроманом. И тогда Мейер пообещал себе, что никогда не будет больше играть на деньги. Когда Лански наблюдал за игрой со стороны, то понял, что в выигрыше всегда остается только тот, кто держит банк. И парень стал мечтать о своем казино. В начале 1930-х годов Мейер Лански понял, что эра бутлегерства подходит к концу.
и решил вкладываться в азартные игры. Он открыл в Чикаго, Кливленде и Детройте игорные дома. В 1933 году Лански и Лучано приехали в гости к президенту Кубы Рубену Фульхенсио Батисте и за взятку в $6 миллионов получили от него патент на открытие и управление всеми игорными домами на территории Кубы. В Нью-Йорке Лански открыл сеть подпольных букмекеров и закрытых казино, которые посещали политики, бизнесмены и полицейские, желавшие не афишировать пристрастие к игре. В сферу влияния попал и Майами, где группировка тоже открыла подпольные игорные дома. Когда в 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, нацисты набирали силу и в США. Уже известному криминальному лидеру Мейеру Лански позвонил нью-йоркский судья Натан Перельман и сообщил, что власть дает неофициальное разрешение на разгон митингов американских сторонников Адольфа. Дважды Лански просить не пришлось. На собрании американских сторонников нацизма начали производиться налеты молодых еврейских гангстеров и бригад Мейера Лански и Сигела. Таким образом, план Гитлера распространить нацизм в Америке был обречен на провал. Когда в середине 1940-х годов большинство стран ввели торговое эмбарго в отношении Израиля, Мейер организовал подпольную поставку оружия для израильской армии. После того, как в мае 1948 года открылся Лас-Вегас, 10-ю часть прибыли Лански передавал Израилю. В 1959 году, после революции, на Кубе произошла смена власти. Мейер Лански лично вылетел на остров, где встретился с Фиделем Кастро и Че Геварой. Мафиози поставил условия: или казино и гостиницы продолжают работать, или коммунисты выплачивают ему компенсацию. Че Гевара пришел в ярость от такой наглости и посоветовал еврейскому гангстеру поскорее покинуть Кубу, пока жив. Бизнес на Кубе теперь для Мейера был потерян навсегда. На острове Свободы Лански потерял всю недвижимость, $17 миллионов наличными и перспективы заработка. Следующим ударом по подпольной империи стало закрытие казино в Майами. У Лански остался только Лас-Вегас. С 1950-х годов Мейер попадает под круглосуточный надзор ФБР, которое пыталось доказать его преступление в финансовой сфере. Журналисты называли Мейера Лански боссом всех боссов. Спецслужбы прослушивали его телефонные разговоры, производили постоянные обыски и отслеживали все контакты. В 1970 году он устал и в 69 лет переехал в Израиль. США требовали у израильских властей выдать мафиози и угрожали прекратить поставки вооружения. Мейер Лански стал единственным в истории Израиля евреем, которому отказали в гражданстве по закону, позволяющему отменить репортацию, если в стране исхода человек занимался криминальной деятельностью. Беглец вернулся в США, но его вину суд доказать не смог. В конце своей жизни криминальный король не мог выезжать за пределы США. Он умер в Майами от рака легких в 1983 году. На момент смерти ему было уже за 80. После себя он оставил не только настоящую игорную империю, но и 2 детей. Дети Ланского не пошли по его пути. Его сын Павел стал военным капитаном, а дочь Сандра вышла замуж за предпринимателя. Бакси Сигел прожил всего 41 год. Он был убит киллером в собственном доме в 1947 году несколькими выстрелами в голову. По одной из версий, его убили его же компаньоны за растрату общака. По другой, он мешал конкурентам. Правду мы с вами уже вряд ли сможем узнать. В конце 40-х годов из-за отсутствия американского гражданства Сальваторе Лучано был депортирован в Италию, откуда пытался вести дела в Америке. Он умер в 1962 году от сердечного приступа в возрасте 64 лет. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться. До новых встреч!